Уровень ожидания от этих наушников у публики был настолько высок, что когда я их покупал 11.11, даже розовый цвет было очень сложно купить. У QCY однозначно получилось сделать практически идеальную форму и размер Bluetooth затычек. Бокс емкостью в 600 мАч, по габаритам меньше большинства в 300 мАч. Двойной арматурный драйвер в каждом наушнике звучит как рекламный слоган с Hi-Fi ушами премиального сегмента. А это очень дешевая модель, неприлично дешевая. Анимация, приятный матовый пластик, поддержка приложения, быстрая зарядка, независимое подключение, изменение громкости с наушников. Вроде бы все хорошо, но нет, совсем нет. Насколько лично я не уважаю этот дочерний Xiaomi-шный бренд, недостатков здесь навалом. А теперь, как всегда, поступательно. Cube 728, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о настоящих беспроводных наушниках Xiaomi QCY T10. Наушники все еще продаются на Алиэкспрессе в двух цветах, розовым и зеленым. Обещают, как на упаковке, 5 цветов, но пока они продаются только в двух. Приходит все в упаковке, которая лично по мне для подарка недостойна. Где эта эко-картонная коробочка, которой они так славятся? Да черт с ними, летим дальше. Внутри упаковки наушники, амбушюры ужасного качества, их нужно однозначно сразу менять, пусть даже на амбушюры от Redmi AirDots, хотя бы на них. Кабель для зарядки Type-C, как всегда, короткий, инструкция на английском языке и все. Так и хочется сказать, что вы еще хотели от наушников за $23, но я не буду. Много мы всего хотели, хотя в итоге многое и получили, относительно многое. Бокс. Размеры и вес вы сейчас видите на экране. Емкость бокса 600 мАч. 5 раз наушники с 0 до сотки перезарядить способны. Пластик приятный матовый, шов почти незаметен, люфт у крышки практически нулевой. В кармане располагать бокс удобно. Есть 3 диода индикации заряда. Через кнопку на боксе можно сбрасывать настройки наушников к заводским. Зарядка бокса проходит только по кабелю. Вытряхнуть наушники из бокса можно, но сложно. Приложение абсолютно стандартное для QCY, скачивается просто, устанавливаете его на телефон, включаете Bluetooth, ищите наушники, подключаете их, обновляете прошивку, переназначаете тапы, если потеряли наушники, включаете поиск, чтобы они пищали. И эквалайзер, который, по моим ощущениям, никаким образом вам не поможет. Но это смотря как смотреть. И об этом дальше. Можно с ушей через сенсоры отвечать на звонок, сбрасывать его, переключать треки, использовать как кнопку play-пауза, изменять громкость, вызывать голосового ассистента. Сенсоры работают по мне довольно плохо. Анимация настраивается без проблем, но она, конечно, с приличными тормозами и включается через раз. Заряд батареи всегда можно увидеть в программе. Заряд наушников можно увидеть как в программе, так и в шторке любого телефона. Наушники, размер и вес вы видите на экране. Конечно, могут работать по одному. Подключение к телефону независимое. Переключение между правым и левым наушником бесшовное. У наушников есть функция быстрой зарядки. За 10 минут в боксе наушники можно слушать час на 50% громкости. Автономность на 100% громкости при подключении по кодеку AAC ровно 3 часа. Я бы сказал, ниже разумного минимума, хотя все относительно. Защита от влаги IPX5 приличная, и этого хватает. Автоматическое подключение при открытии крышки с ранее сопряженным устройством на борту. Внутри наушников по 2 арматурных драйвера, заряжаются до 100% в боксе за 40 минут. В ушах располагаются очень удобно, в шапке носить комфортно. В каждом наушнике есть по диоду. Во время проигрывания музыки эти диоды не мигают, но вообще они яркие. Если бы мигали, это было бы плохо. Bluetooth версии 5.0, кодеки AAC и SBC. Задержка не особо, но ощутимая. Довольно много фризов при использовании в местах с обилием Wi-Fi сетей со всеми моими девайсами. Надеюсь, у меня просто наушники оказались бракованные, хотя по отзывам вряд ли. Полных отвалов у меня не бывало. Вот пример задержки в YouTube и играх.
Микрофоны, можно сказать, как их много туда запихали. Но это не важно. По мне, микро один из самых отвратных, что я тестировал у этого бренда. Особенно ужасно они работают на улице. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi QCY T10 в помещении. Как работают они в помещении, вы сейчас примерно слышите. Помещение довольно пустое, и опять как копипаст из обзора в обзор со стандартными словами. Практически здесь нет никаких проблем для того, чтобы записывать звук. Практически любые наушники в помещениях отрабатывают хорошо. Но, насколько я заметил, при использовании данных наушников, не особо у них хорошие микрофоны даже для помещений. Я почему-то надеялся на лучшее, а получилось, то, что вы сейчас слышите, то и получилось. Сейчас вы услышите пример работы данных микрофонов на улице. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi QCY T10 рядом с дорогой. Как я вижу, микрофоны отрабатывают просто ужасно. Это я сейчас говорю в маске, без шапки. Сейчас снял маску, снял шапку, которой на мне не было. И вот примерно так вас будут слышать собеседники у дороги, на которой нет машин. Практически нет ветра, температура около минус 20 градусов. Вот сейчас мимо меня будет проезжать Лада на довольно низкой скорости, около, наверное, 20 км в час. Говорю не громко. Если говорить начинаю громче, мимо проехала Renault Logan, Hyundai Tucson и еще одно Renault Duster. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы будете с ними разговаривать на улице в мороз, но практически без ветра. Если быть не у дороги, а просто идти пешком и разговаривать, слышно вас будет примерно так, как сейчас. По мне здесь, сказать мягко, ужасное. Хотя вы можете оценить как-то по-другому. Звук на максимальной громкости каша. Громкость с запасом. Можно из себя выдавить, что если правильно подобрать амбушюры и настроить эквалайзер, все у вас будет хорошо, но это не так. Я не знаю, как они умудрились почти полностью удалить басы из затычек, но они смогли. На средней громкости довольно чистый и сбалансированный звук, но очень многое зависит от телефона. Допустим, на Pixel 4 звук у меня был вообще как из бочки. У QCY T5 и QCY T5 Pro, обзоры на которые вы можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу, звук однозначно лучше, если вы не попали на подделку. У QCY T10 удивительно непросаженная середина и неплохие верхние частоты. Странный звук для форм-фактора затычек, но если вы не будете от них ожидать супербасы и замените амбушюры, думаю, они вас удовлетворят. Как первые ТВС. Я даже не могу сказать, что у них звук лучше, чем у Redmi AirDots, и он хуже, лично по мне, чем у Redmi AirDots 2, хотя они намного тише. Итого. Мультипоинта нет, нет сенсоров приближения, нет беспроводной зарядки бокса, ужасные микрофоны, коряво работающая анимация с фризами и программа с непонятной активацией. Резюмирую, не советую. Хотите что-то более свежее и интересное с сенсорами приближения, той же ценовой категории и лучшими характеристиками, по ссылке в правом верхнем углу посмотрите мой обзор на наушники Xiaomi Halo GT5. Если купили эти и они вам нравятся, это отлично. Для меня решающий фактор фризы и хрипы на максималках. Ну и 3 часа автономности это довольно мало. Помните, каждый имеет право на свое мнение относительно своего опыта. Мое мнение сформировано 3 сотнями пар ТВС, которые я тестировал. С данным внешним видом за эту цену аналогов нет. Это факт. Но это не про звук. Следующий обзор будет на обновленные умные часы от Xiaomi. Пишите, что еще купить на обзор в комментариях, ставьте лайк за труды. Завтра приходите на розыгрыш девайсов, который будет на канале для стримов. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.